мы покупанные. Покупанные поели, вот такие мы красивые. Ну не чухайся, я тебе говорю, что ты покупанный, а ты чухаешь себе в разных местах. О, это Зои. Зайка. Вот это собака. Чудо, а не собака. Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про щенка по имени Зои. Сразу хочу предупредить, что история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. Началась эта история с одной публикации в интернете. Я время от времени просматриваю группы в социальных сетях, группы, которые связаны с животными. Вот в одной из таких групп я наткнулся на пост, в котором женщина рассказывала о том, что солдаты на границе нашли маленького щенка. Она написала, что ее сын служит сейчас в армии, и что собака в данный момент находится в военной части, и нет возможности ее там держать, и никто не может забрать ее домой. В общем, она просила помощи и объяснила тем, что собаку в ближайшее время выставят за ворота. Она не оставила номер телефона в своей публикации, а просто внизу подписала «Свяжитесь со мной в личном сообщении». Эта публикация была сделана 3 дня назад. В таких случаях я обычно захожу и читаю комментарии. Просто для того, чтобы увидеть, что проблема решена и с собакой все в порядке. В комментариях люди задавали вопросы, спрашивали, где точно находится это место. Она написала название деревни, около которого находится эта военная часть. Еще она написала о том, что солдаты ее кормят, и что со щенком все нормально, но они не смогут его долго держать. Это было написано в первый день, в день публикации. Прошло уже 3 дня, и больше не было никаких обсуждений. И не было понятно, что происходит с собакой в данный момент. Ее забрали оттуда или нет. Я написал автору личное сообщение. Меня интересовало, все ли с собакой в порядке, забрали ее оттуда или нет. И если нет, я просил номер телефона человека, который находится в данный момент в военной части, с кем можно было поговорить по поводу щенка. Но мне никто не ответил. Ни в тот день, ни на следующий. Даже больше вам скажу, до сих пор нет ответа на это сообщение. На следующий день я еще раз зашел в эту публикацию в надежде увидеть что-то новое, но все было тихо. Я почему-то был уверен, что никто туда не поедет. Никто бы не поехал, имея только название деревни, потому что место это было не близко. Можно было, конечно, написать еще одно сообщение и подождать, но я решил поехать и проверить, если щенок все еще там. Я рассказал Виктории всю эту историю, и она мне говорит, шансов очень мало, что мы ее найдем, и что она еще там. Я говорю, да, я знаю. Она такая, ладно, поехали, только не расстраивайся, если ее там нет. В общем, мы собрались и поехали за щенком. Мы ехали за щенком, и все, что у нас было, это название деревни. Название деревни, около которой находится военная часть. Я знал очень примерно, где находится это место. Ехать нам нужно было около 2 часов. Теперь, что это за место? Это небольшая военная часть. Ребята, которые там служат, патрулируют определенный участок границы. Мы добрались до места. Я вышел из машины и подошел к воротам. Ребята, которые охраняли въезд, были удивлены. К ним не так часто приезжают гражданские, да еще и в выходные. Я подошел и сказал, что я приехал забрать собаку. Вот прям так и сказал. Парень такой, ты приехал за Зоей? Я говорю, это вы так ее назвали? Он такой, да. Я сказал ему, что это очень хорошее имя. Он взял телефон и стал звонить. Сказал в телефон, что приехали забрать Зои, и добавил, окей, ждем. Я спросил у ребят, как они ее нашли. То, что они рассказали мне, что во время того, как они патрулировали границу, к ним из леса выбежал щенок. Он бежал за бронированной машиной. Солдатам нельзя трогать бездомных собак, но они все равно остановились и взяли щенка с собой. Они не смогли просто проехать мимо. Большое спасибо им за это. Прошло минут 10, и я вижу, как издалека идут к нам 2 ребят, и рядом с ними маленький щенок. Они подошли к выходу, малышка села, облокотившись на стенку. Я поблагодарил ребят за то, что они не оставили ее, сказал, что они молодцы. Я пожелал им выходных без происшествий, взял Зои на руки и понес в машину. Теперь можно было ехать домой. Вот она. И зовут ее Зои. Ребята назвали ее Зои. О, я тебя тоже люблю. Все хорошо? Поехали. Класс, ребенок, папа, как классно ты. Смотри, как тут классно. Вот, сиди. Сиди, не бойся, сиди. Привет. Привет, братья. Она не голодная, да? Она не голодная. Хочешь ко мне на ручки? Иди ко мне на ручки. Скажи, я хочу внимания. Зои. Уши торчат белого цвета. Сейчас Отмоем. отмоем. Ресницы рыжие. Стой. Ты красотуля. Как интересно. Все, напряглась. Я там кормили. Сейчас выйдем отсюда подальше от границы.
Потому что если вдруг машина здесь останавливается где-то и стоит 2 минуты, они посылают... Они... Да. Что такое? Все? Одна ошибка и ты в Ливане. Такие стоячие. Она прямо какаски. Какаски она. А? Какаски. Что ты им сказал? Ничего, они даже ничего не спрашивают. Зоя, как дела? Скажи мне, как ты дошла до такой жизни? А, собачья? Девушка? Нет? Хочешь разговаривать со мной? Нет? Не хочешь со мной разговаривать? Да? Ты обиделась на меня? Что не так? А, девушка, что не так у вас? Что происходит? Не хочешь нас со мной разговаривать? Ей некогда. Да? Некогда ей, она уже все рассказала. Она должна все посмотреть, слышно. Что такое? Здесь можно стать. Хочешь назад может взять? Кажись. Что ты там сидишь? Ты потыкни. Смотри. Привет. Ты хоть чудо, Вик, а? Правда? Это ты еще не мытая, да, красавица? Хорошо, да? Уши грязные. Тебя отмоем, смотри, как она важный вид. Что такое? Ну, давай уже. Что ты? Все. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Зои. Зои. Как дела? У нее ресницы рыжие, потому что у нее край ушей рыжие, ты видишь? Ну, рыжие уши, рыжие ресницы. И что у тебя еще рыжие? Это хорошо. Хорошо? Не бойся. Зоя не хотела ни есть, ни пить. Сначала она сидела и смотрела в окно, но потом легла и уснула. Пока ехали, малую качала один раз, все остальное время она спала. Было видно, что она очень устала. Мы везли Зои домой. Я знал, что в приютах нет места. Утром, перед тем, как поехать за собакой, я обзвонил всех, кого знаю, и все мне отказали. Ну, ты доволен? Я да, конечно. Я очень доволен. Он малая лежит, спит, конечно. Красотуля какая, смотри. Вытошнила какой-то гадостью, как обычно. А теперь спит. Все хорошо, будет с ним. Сейчас отмоем. Ты был уверен, что ты ее найдешь? Я не был уверен, что я найду, как бы, я вообще не был уверен, что она там, потому что у меня не было никакой информации. Но я надеялся. Ну что, не было времени. Поехали, нашли собаку. Сейчас отмоем и будем искать еду. Отмоем, сделаем фотки хорошие и все будет хорошо. Я надеюсь. Чистая девочка, будет чистая девочка. Чистый привет.
Интересно, какая стекает. Ужас. Все, надо рассматривать. Все, водичка чистая идет. С нас чистая водичка идет. Воду хоть подожди. Все. Приехали домой, осмотрели щенка. Зои все было хорошо. Нужно было ее покупать от всех блохастых дел и обработать небольшую рану на лапе. Мы отмыли малую от грязи и паразитов, накормили. Малая побегала немного и завалилась спать на покрывале, не заходя в домик. Вот так закончился первый день щенка по имени Зоя. Малая берет миску, взяла, значит, лапой, это еда в ней, взяла лапой, перевернула ее, ну так за край. Еда высыпалась на этот самый, и она ест его с пола. Думаю, что такое? Ну, смотрю, она просто ей удобнее есть с пола. Умная! Просто все. Зои, ты зайка моя. Что ты? Я думал, он случайно переворачивается. Она специально переворачивает, ей просто с пола удобнее есть. Вот так вот. Да мы покупанные поели, вот такие мы красивые. Ну не чухайся, я тебе говорю, что ты покупанная, ты чухаешь себя в разных местах. О, это Зои. Зайка. Вот это собака. Чудо, а не собака. Да? И чудо чудесное, чудо чудесное. Да? Зои первый раз идет на поводке. Зои, привет, собака. Все хорошо у тебя? Пошли, идем. Идем дальше, идем. Идем. Пошли. Иногда собаки не хотят ходить на поводке, а это прям... Ты настоящий домашний пес будешь. Пока еще нет. О. Устала? Пошли, идем. Первое время у Зои были проблемы с желудком. Ну и непонятно, что она ела раньше. Скорее всего, она питалась на той мусорке, которая была рядом с военной частью. Но за несколько дней нормальной еды все пришло в норму. Она хорошо кушала, она нормально ходила в туалет. В общем, можно было начинать искать ей дом. Мы сделали несколько фото для рекламы. Обычно мы ищем дом для своих найденышей через социальные сети, через разные группы в интернете. К нам обратилось несколько семей, которые хотели взять Зои к себе. Мы всех приглашали на день усыновления в приют. Даже когда найденный живет у нас дома, я все равно отдаю его только через приют. Чтобы собака была оформлена, чтобы у собаки был чип, датчик и, соответственно, все прививки. И, конечно же, письменный договор с новой семьей и приютом. Сейчас, пока у щенка нет прививок, ей нельзя контактировать с другими собаками. Да и желательно не быть в тех местах, где бегают собаки. Поэтому мы нашли отдельное место с кусочком травы, побегали, сделали все дела и поехали на день усыновления. О, смотри. Давай, нам надо писать, как эти пошли. Зои. Тихо-тихо села, по-моему, писать. Думаешь, писать? Да, пописала. Пописано? А, да? Ты увидела? Какать будем? Сейчас можешь пописать. Я тебе говорю, она похожа на что-то очень такое породистое. Она бежит, куда в конце концов падает. О, мамка. Боже, какая чудесная.
такие красивые. Ну, не обязательно меня лапы ставить прямо на лицо. Не кусаться. Стой. Так, еще один. Туда. Иди ко мне. Ну, пошли, иди сюда. Зайся. Давай, ты просто сюда. Иди сюда. Зай. Иди ко мне, дочка. О, ты хочешь? Ни в чем себе не отказывайте. Приходили люди, которые нам писали, и просто те, которые пришли в приют взять звереныша. Но никто нам не понравился. Просто не всегда человек понимает, что ему нужно. Какая собака ему нужна. Зои будет большой собакой, это было видно. Мы всегда говорим так, как есть, чтобы человек точно знал, какая она вырастет. Конечно, мы не знаем, кто мама и папа, но по лапам было видно, что она будет не маленькая. Закончился день усыновления, мы не нашли дом для Зои. Так бывает, но не страшно. Хотелось, чтобы Зоя нашла лучшую семью для себя. До следующего дня усыновления была неделя, и мы продолжали искать дом для Зои. Через неделю мы приехали в приют. Встретились с ребятами, которым Зоя очень понравилась. Очень хорошая семья, они просто влюбились в нее с первого взгляда. Они прошли небольшое собеседование в приюте, оформили все документы и забрали малышку себе домой. Зоя уехала в новый дом, и я очень рад за нее. Я очень рад, что все так произошло. Теперь у нее есть теплое место, где спать, еда и люди, которые ее любят. А что еще нужно для бездомной собаки? Очень интересно, какой она вырастет в будущем. Помогайте по возможности бездомным животным. Им очень сложно выживать в нашем современном мире. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. И берегите себя. Удачи всем. Всем пока.